Rewrite long, open to the crest, into slow. Flat right over crest, hard brake 50. Всем привет, с вами вновь Антон Логвинов. Этот год у нас не сильно таки игровой, поэтому приходится либо в старое играть, либо вспоминать те жанры, про которые, давно забыл, давно к ним не возвращался. Я вот, например, сейчас играю в VR и решил вернуться в симрейсинг. Как вы знаете, я очень люблю автосимуляторы, много в них играл, но последние лет 5 я в них не играю. Во-первых, машина реальная, быстрая появилась, на которой можно погонять, в том числе и по трекам, а во-вторых, мой руль старый Т500, он брикнулся во время обновления прошивки. Но тут подвернулся отличный повод вспомнить былое, потому что наш сегодняшний спонсор Logitech прислал мне новую версию своего руля G923. Новая версия легендарного руля, с которого практически все симрейсеры и начинали, с G25, 27 или 29. А все почему? Потому что, этот руль, он такая своеобразная классика, входной билет в мир симрейсинга. Такой руль начального уровня, который дает тебе понять, что автосимуляторы — это круто. И с помощью них действительно можно учиться водить машину, что со мной, собственно, и произошло. Поиграв в Gran Turismo 5, я понял, что тачки — это круто. Купил себе, стал гонять по трекам, потом спорткар, и, в общем, дальше не остановить. А я подумал, что скоро у нас все-таки Gran Turismo 7 выходит, и неплохо бы вернуться в некогда любимый жанр и посмотреть, что же в нем произошло за эти 5 лет. Но для начала про этот руль. Как я уже сказал, этот руль минимальный такой входной билет, потому что нужно вообще понимать про рули для компьютеров, для консолей, то что их очень много разных, вы зайдете в любой магазин, там будет за 5, за 7, за 10-15 тысяч, но их объединяет одно: они практически все мусор. То есть это просто игрушка в форме руля, которая не даст тебе представления о том, чем прекрасный автосимулятор, не дадут почувствовать автомобиль. Нормальные рули начинаются как раз где-то с 30-очки. Дальше улетают за горизонты вообще любые. Самое большое, по-моему, что я видел, это руль за $3500. На самом деле рулей сейчас огромное разнообразие, и дорогих, и дешевых, и среднебюджетных, но вот таких, чтобы работали и с ПК, и с консолями, на самом деле очень немного. В основном самые дорогие модели, они ПК-онли, за редкими исключениями. А это такой, как я уже сказал, базовый, входной билет. Он работает и с ПК, и с консолями. Только нужно выбрать, какую версию ты берешь. Та, которая будет работать с ПК и с Xbox, или с ПК и PlayStation. И у меня здесь версия для PlayStation, все родные кнопочки. Кнопочек на руле много. Есть индикация оборотов, есть подрулевые лепестки, конечно же. Он неплохо сделан, то есть неплохая оплетка, его приятно держать в руке. Но также нужно понимать, что это достаточно уже возрастная модель. Здесь внутри механизм отдачи, основанный на шестеренках, которые такие громковатые и по мощности, не могут тягаться с технологиями, которые есть в дорогих рулях. Но тем не менее, это тот агрегат, с которым можно за небольшие деньги получать результат. То есть те, кто играют на G923, 29, они вполне могут тягаться с теми, кто едет на более дорогих рулях. И, собственно, от предыдущей модели здесь 3 отличия, 3 нововведения. Это, во-первых, технология True Force. Это более детальная отдача, которая пока что поддерживается 5 основными играми. Это Gran Turismo, это iRacing, это, конечно же, последняя Assetto Corsa и, на удивление, русский SnowRunner. Для тех, кто любит копаться в грязи. И еще с True Force можно поиграть в Grid 2019 года. При этом нужно понимать, что True Force — это такой именно апгрейд отдачи, обычная отдача. Это тоже очень круто, потому что ты чувствуешь машину, чувствуешь сопротивление руля в крутых поворотах, заносах под различными нагрузками, особенно если речь идет про игры с бездорожьем. Ты ощущаешь неровности дороги, как у тебя там колесо вылетает на обочину. И задача True Force — еще больше информации, еще больше ощущений передать тебе на руль. Второе нововведение — это поддержка двойного сцепления. Такая штука встречалась чаще на более дорогих рулях и ценилась симрейсерами. И видно, что Logitech не хотят терять эту нишу такого входного билета в симрейсинг, поэтому они добавили поддержку двойного сцепления в руле.
И третье важное новшество, оно вот здесь. Педаль тормоза, на которую теперь нужно нормально так надавить, потому что там стоит прогрессивная пружина. Чем дальше, тем тяжелее педаль нажимается, прям как в реальной жизни. Все это такие приятные нововведения в знакомую модель. Для тех, кому нужно максимум ощущений, есть еще коробка передач. Продается она теперь отдельно. И вот брать ее или не брать, здесь каждый должен решить для себя сам. Все зависит от того, какие гонки вы любите, какие игры вы любите и какие дисциплины. Те, кто любит ралли, кто любит тот же SnowRunner, им коробка передач наверняка пригодится. Кто любит, не знаю, погонять на старых автомобилях. Кто любит гиперкары, суперкары, ну, вполне, мне кажется, могут обойтись и лепестками. То есть выбирайте уровень задротства, который вам нужен, в общем-то, самостоятельно. Крепится все это очень просто. Классическая система крепления логитеховская. Отвинчиваем два болта, цепляем за стол, привинчиваем, и вот он уже достаточно уверенно на нем сидит. Примерно так же крепится коробка, она подсоединяется проводом к рулю, как и педали. К компу в итоге идет только один USB кабель, что удобно. Кстати, ссылка на руль в описании, переходите, подробно изучайте информацию. Ну а мы переходим к основному нашему рассказу о том, во что же поиграть с рулем в 2021 году. Погнали! Итак, меня не было в жанре 5 лет целых. За это время не так много изменилось, но некоторые игры, некоторые сериалы изменились до неузнаваемости, что лично меня порадовало. Но обо всем по порядку. Первое, что мне кажется, какую ошибку делают все люди, которые начинают интересоваться симрейсингом, они сразу покупают себе руль и бегут играть в самый серьезный, самый сложный, самый навороченный автосимулятор на сегодняшний день. И вот в данном случае сегодня это, естественно, Assetto Corsa Competizione, официальная, ни много ни мало, соревновательная игра GT World. И вот с ней начинающие игроки, например, могут очень легко попасть в ловушки, потому что это действительно очень реалистичный, очень крутой симулятор, который предназначен для тех, кто уже в теме, кто может гонять на быстрых скоростях, кто понимает физику автомобиля, кто знает вообще все наперед сам лучше всех. И самое важное, это игра про топовые, суперсерьезные автомобили, которые почти само совершенство. И этим она одновременно крута для одних игроков и совершенно неинтересна для других. Потому что эти автомобили, ну как вы знаете, слишком совершенные. Они очень цепкие, они идеально проходят повороты. Ими все равно нужно уметь управлять, но настоящий челлендж, настоящий риск именно в том, что ты проходишь на пределе возможностей очень быстро, да, все треки, все повороты, и ты на них оттачиваешь и так свое сверхбыстрое мастерство. Поэтому для начинающих игроков сюда путь заказан. Гораздо лучше, если вы хотите серьезный автосимулятор, вернуться в Assetto Corsa оригинальную 2014 года, которая вполне неплохо сохранилась даже спустя 7 лет. Это, на мой взгляд, такой золотой стандарт наряду с Gran Turismo, который дает тебе почувствовать именно кайф от управления автомобилями самыми разными, почувствовать охренительную отдачу, понять, в общем-то, что гонять по трекам это интересно и не так уж просто. Симулятор, который тебе постоянно бросает вызов, и ты можешь просто дни в него гонять. Но проблема в том, что как игра Assetto Corsa на самом деле очень такая инди, очень хламно сделана, то есть ни толком нормальной карьеры, ни нормальной даже менюшки, что там карьеры. И вот трагедия 2021 года в том, что на самом деле у нас сейчас нету современной игры, которая симулятор и которая бы могла научить новичков погрузить вот в мир симрейсинга, научить водить машину. Таких игр сейчас просто нету. Варианта, в общем-то, два. Возвращаться в Gran Turismo 6 на PlayStation 3. Это была последняя игра, которая как раз учила хорошо азами и позволяла с малолитражек прогрессировать, учиться водить автомобиль, брать все более серьезные задания, челленджи, умело научить тебя водить машину и погрузиться вот во все тонкости и нюансы.
И да, на PlayStation 4 был Gran Turismo Sport, но у него такая же проблема, как у компетиционная. То есть она про спорт. Там все-таки, слава богу, есть простые машины, но все-таки сама игра, она больше про спорт. Но главное, все-таки она от предыдущих собратьев унаследовала. Там есть школа вождения, ты сдаешь на права, там есть челленджи, и вот на них она очень круто объясняет физику автомобилей, как вообще нужно играть в симрейсинговые игры. Именно Gran Turismo объясняет тебе вот как маленькому все и дает почувствовать, прочувствовать кайф от, собственно, жанра. И вот то, что мы столько ждем Gran Turismo 7, это, конечно, большая трагедия. Но вот я надеюсь, что в следующем году-то он наконец-таки выйдет, и мы снова получим игру, которая будет затягивать новых людей в жанр симрейсинга и вообще в автомобильный мир. А сейчас немного о том, чего не нужно делать. Потому что одна из первых мыслей, да, когда человек покупает руль, это пойти играть в знакомые игры, в которые он уже играл. В Need for Speed, в Dirt, в Grid, в прочие аркадные гонки, которые на каком-то этапе, возможно, казались ему серьезными симуляторами, в которых там нужно нажимать пробел, чтобы затормозить и облизать поворот. Но в реальности эти игры с рулем играются отвратительно. Физика в них настолько проста, что вы не чувствуете ни машину, ни дорогу. И более того, мне кажется, играть в них даже вредно, потому что вы как бы нарабатываете привычки, которые будут вредны во время игры в серьезные симуляторы. Поэтому вот этот момент нужно четко понимать. Играть можно, я там погонял в Grid, кстати, туда же можно отнести и Project Cars. Вот это особенная каста любителей Project Cars, которые думают, что это игра-симулятор. Она никогда такой не была. Это что-то вот такое среднее, аркадная гонка с проработанной физикой, но совершенно не симрейсинг. Это бесконечно далеко от Gran Turismo, от Assetto Corsa. Но если вам все-таки хочется с чего-то попроще начать, то можно взять как раз Project Cars 2, не 3, потому что 3 совсем аркадный. Можно взять Forza Horizon 4, потому что в команде ее было очень много создателей Drive Club, а в Drive Club была очень хорошая аркадная физика. И, в принципе, в Forza Horizon кататься неплохо, но, опять же, я боюсь, что если увлечься, можно выработать себе не очень полезные привычки. Огромным разочарованием лично для меня был Dirt Rally 2, потому что я очень много видел, что много людей ездит в эту игру на руле, кайфует. И когда я ее запустил, я такой, со времен Колин Макрей Rally 2 ничего не изменилось. То есть это по-прежнему хорошая, яркая, красивая, аркадная, раллийная гонка, в которой совершенно противопоказано играть на руле. Там ничего не чувствуется, ни машины, ни трассы, ничего. Это просто дубовейшая игра, абсолютно отвратительная, которая играется на руле. Вот она как раз создана для того, чтобы гонять в нее на геймпаде или на клавиатуре, нажимая яростно пробел, дергая ручник и облизывая повороты. Вот, с рулем это скорее не положительный опыт какой-то дополнительный, а отрицательный. Материшься просто через слово. И вот в плане раллийных игр был у меня один мощный такой сюрприз, который я не ожидал. Это VRC 9. Эта игра как раз меня просто поразила и удивила, потому что она не сильно красивая, гораздо менее привлекательно выглядит, чем тот же Dirt Rally 2, но команда VRC за последние годы сделала какой-то нереальный шаг вперед. Раньше VRC это был просто хлам, это была игра со странной физикой, отвратительно выглядящая, но вот в последние годы произошло чудо, и сейчас это все ближе подбирается к эталонному Richard Burns Rally. Это, кстати, забавнейший случай, что самый такой реалистичный, агрессивный симулятор ралли появился когда-то давно на Xbox еще первым. И для него до сих пор делают моды. И раллийные гонщики на самом деле тренируются на Richard Burns Rally с современными модами. Я когда про это узнал, просто охренел. Игра там 2004 года, и она до сих пор актуальна. Итого, если вам интересны ралли, то вот
в версии 9 Rich and Burns Rally с чешскими модами, и еще можно, в принципе, вспомнить раллийные участки в Gran Turismo, они достаточно были неплохо сделаны. Самое крутое в VRC9 это то, что видно, что эта игра сделана вот с любовью. И ты понимаешь, что все трассы, все стейджи, которые сделались, они максимально приближены к раллийным именно трассам. В Дёрте ты часто едешь красиво, но скучно. А здесь ты понимаешь вообще, что из себя представляет каждый раллийный участок, что это набор поворотов, между которыми нет особо передыхов, и тебе постоянно нужно быть в тонусе, постоянно контролировать машину. И если ты этого не делаешь, ты кубарем улетаешь просто с трассы. Особенно это на более поздних этапах чувствуется. And left 5 narrows. Into flat right 30. И, собственно, что касается физики, меня удивила и модель повреждений, и то, как машина легко переворачивается. Это, ну, вот в Дёрте ты такого особо не увидишь. Вообще, к черту Дёрт, я его зря вспоминаю. Просто действительно хорошая аркадная игра, а здесь все-таки история гораздо ближе к симулятору. И плюс здесь отличный режим карьеры, где ты создаешь свою команду, менеджеришь ее, нанимаешь, увольняешь там сотрудников, проводишь исследования, и все это охренительно затягивает. Опять же, несмотря на графику. And left 5 from P Titans 40. 3 short into left 2. Ну и еще, что касается бездорожья, меня безумно приятно удивил Wreckfest при игре с рулем. Я когда-то запускал в раннюю версию этой игры на геймпаде, и мне совершенно не понравилось, но сейчас, спустя годы, то ли они ее так изменили, то ли она предназначалась для руля, но эта игра просто кардинально преобразилась. Это бесконечные супер фановые гонки по бездорожью, в которых ты как раз, ну это на самом деле не полностью симулятор, эта игра много чего тебе прощает, прежде всего агрессивную игру коробка передач, когда ты идешь там на понижение, чтобы вписаться в поворот. И вот она, мне кажется, отлично подходит вот от перехода к более серьезным симуляторам, потому что поведение автомобиля достаточно достоверное. Как и в раллийных играх, тебе нужно подбирать, в общем-то, скорость, на которой ты проходишь повороты. И к этому всему добавляется еще то, что тебя каждую секунду могут нахлобучить. Кто-нибудь даст в задницу, кто-нибудь помнет дверь, твоя машина перевернется, подскочив на кочке. И все это дико весело. И это игра, в которой, ну вот, ты гоняешь, когда с рулем, ты чувствуешь настоящий такой кайф бездорожья. Всем рекомендую. Ну а что касается серьезных симуляторов, то я уже упомянул Assetto Corsa Competizione. Сюда же, в эту когорту, смело добавляете Gran Turismo Sport. Как я уже сказал, эта игра по-прежнему очень хорошо подходит для обучения, для вовлечения новых людей в симрейсинг. Не так хорошо, как 5-6 части, но в целом очень даже со своей задачей справляется. Единственное, что вам еще нужно, это PlayStation 4 или PlayStation 5. Отдельный подробный обзор есть на канале, посмотрите. Если вы уж пошли по этой вот серьезной дорожке, то еще стоит обратить внимание на Автомобилиста 2, именно 2, это недавний инди-симулятор, который действительно достойно справляется со многими моментами. Единственное, что, опять же, это не супер крутая игра, это именно симулятор и крайне не многобюджетный. Ну и когда вы совсем сойдете с ума по симрейсингу, стоит, возможно, подумать о подписке на iRacing. Это очень такая долгоиграющая история, исключительно сетевая, с подписочной моделью, то есть каждый год за нее нужно отваливать там 100 с лишним бачей, но взамен вы получаете супер качественную аудиторию фанатов, которые не таранятся с вами в первом же повороте, не выбивают вас с трассы. Такое настоящее виртуальное погружение в мир гонок. Огромное количество самых-самых разных тачек, самых разных классах и настоящие заезды с настоящими игроками, при этом с вполне достоверной физикой. Не везде и не всегда, но тоже крайне все достойно.
Ну и если вы фанат Формулы-1, то добро пожаловать в F1 2020, тоже сериал, который удивительным образом преобразился, потому что 5 лет назад без слез на это смотреть было нельзя. Сейчас игра кардинально преобразилась в супер хардкорный задротский симулятор именно Формулы-1. Причем можно играть как в карьеру пилота, так и создать собственную команду, там, отвечать на вопросы прессы, менеджерить персонал, проводить исследования, делать прокачки. Примерно как в RC9. Но, опять же, эта игра, как и Assetto Corsa Competizione, для тех, кто уже очень быстро ездит, для фанатов Формулы-1, здесь они будут просто в восторге, будут верещать. К физике, я знаю, у некоторых есть большие претензии, но они как раз начинаются на уровне, потому что когда люди досконально знают игру, то вот некоторым получается эту физику немножко обманывать, и когда смотришь, как играют про-игроки, получается не очень реалистично. Но медленным чувакам типа меня, которые ссут гонять на болидах Формулы-1, все кажется поначалу, по крайней мере, очень убедительно. Но в целом, даже если в физике здесь можно выдвинуть какие-то претензии, вот в плане самой Формулы-1, погружение в ее атмосферу, эта игра, конечно, великолепна, потому что она тебе дает прочувствовать, что такое менеджерить команду. Все вот тонкости вот этого ежегодного сериала, который называется Формула-1. Прикольно, что с каждым годом игра обрастает все больше вот этой мишурой, помимо того, что прогрессирует сам симулятор. В общем, если вы поклонник F1, эта игра, конечно, must-have, но если вы не поклонник F1, я вот сильно сомневаюсь, что она вам придется по вкусу, так что подумайте, тратите ли деньги. Ну что ж, мне кажется, я перебрал все актуальные игры на момент 2021 года. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, ставьте лайк. Мне было интересно вот несколько дней все это тестировать, вспоминать былое в одних случаях, удивляться в других. И, в общем, да, автосимуляторы не самый насыщенный жанр. Аркадных гонок сильно больше, чем серьезных каких-то игр, но в каждую зато из них тебе хочется играть годами. И когда каждая новая часть какой-то серии выходит, она претендует на что-то новое. И вот очень я надеюсь, что Gran Turismo 7 нас очень сильно удивит. Надеюсь, что это произойдет уже в следующем году. В этом я не верю. Пишите в комментах, что думаете. Ну и подписывайтесь, если еще не сделали. Я вот еще планирую с VR погонять в SimRacer и поделиться впечатлениями. И вообще пишите, какие бы темы вам интересно было обсудить. У нас год без игр, поэтому буду придумывать, чем вас и себя развлекать. На этом все. До встречи. Счастливо.